Всем привет! Сегодня будем изготавливать многослойный браслет на руку. Очень круто, что поставщики прислушиваются к мнению зрителей канала и завозят все более интересные позиции по коже, по фурнитуре. В данном случае будем использовать кожу Шугера. Я ее уже показывал при изготовлении обложки блокнота. Там она была в толщине где-то 1,8 мм. Сейчас же магазин АТК завез еще позицию в толщине 1,3 мм. Такая кожа более подходящая для изготовления обложек на документы, всевозможных кошельков, браслетов. Замок поставлю от французского бренда Edam. Постоянно в работе использую их пряжки. Очень высокого качества делают фурнитуру. И замочки, в принципе, не исключение. Вот если сравнивать с китайским, то, что заказывал на Алиэкспресс, и вот подобного плана эдамовский. То есть они совсем разные по качеству. Здесь еще покрытие устойчиво к стиранию, что, в принципе, проверим со временем. В браслете хочу сделать еще такие выступающие элементы. Вот для вставок можно использовать ту же кожу. Но у меня есть на пробу, вот взял кожкартон. Буду использовать его. Толщина 0,8 мм. Нить используем льняную от Мэйси. Вот с такими обозначениями. Замеры я сделал. И теперь можем приступать к изготовлению.
Итак, у нас получился вот такой браслет на руку. Довольно широкий, здесь ширина 30 миллиметров. Поэтому решил как бы сделать таких две вставочки. Площадь позволяла, да, и еще прошить посередине. Как бы такой декоративный элемент добавить. Можно, в принципе, без этого обойтись, можно не прошивать посередине, можно сделать одну цельную вставку, нанести какую-то надпись, оттеснить фольгой, сделать какую-то персонализацию, тоже будет выглядеть довольно интересно. Значит, сам замок такой цепкий, хорошо фиксируется. Покрытие тер резинкой, потому что попал сюда клей. И ничего с ним не случилось, ничего не слезло. Вот в этом месте думал, что будет не очень хорошо держать клей. Вот. Но потом первый раз вклеил сам замок неправильно, как бы перевернутым, да, получился в виде. И очень сложно было выдернуть отсюда саму вот эту прошитую полоску кожи. Потому такая конструкция довольно надежная получается. Кожа хорошо полируется. Торцы заполировал сначала клеем КМЦ, потом немножко наждачкой. Вот снял там, где были небольшие такие как бы неровности заусеницы. Еще раз клеем КМЦ и поверх зафиксировал токанол. Такие замки есть разного размера и по-разному фиксируются, но все они сделаны довольно качественно, хорошие здесь сильные магниты, и применять можно не только для браслетов на руку, но, к примеру, там, делать какие-то ошейники, чокеры, использовать как замок на рюкзаках, сумках. И еще рекомендую внимательно относиться к подбору нити. В этом случае очень круто она подошла по тону кожи. И от этого напрямую зависит само восприятие изделия. На этом все. Если будут какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.